Всем привет! Сегодня мы начнем новую ветку на канале про инструмент Framer. Framer – это программа для прототипирования и дизайна, основанная на коде. Сегодня мы познакомимся с интерфейсом данной программы. Давайте начнем. Framer имеет знакомый интерфейс, который очень похож на многие другие дизайн-приложения, которые мы используем, например, Principle, Sketch или Figma. Нас встречает окно приветствия. Слева мы можем видеть название инструмента, также кнопку, чтобы обратиться в поддержку, либо открыть веб-версию программы Framer. С правой стороны показываются последние открытые проекты. Если их нет, мы видим состояние окна, как сейчас. Также есть две кнопки: открыть уже готовый проект, либо создать новый. Давайте мы воспользуемся данной кнопкой и создадим новый проект. По умолчанию новый проект открывается в режиме дизайна, но его всегда можно переключить на режим кода, либо совместный. Весь интерфейс разделен на несколько частей. Давайте пройдемся по ним по очереди. Сначала идет панель инструментов. Она у нас идет сверху. Здесь мы можем, например, вставить артборды. Для наглядности давайте поместим iPhone 11 Pro на рабочую область. С помощью панели инструментов мы можем создать различные фреймы, стеки, поместить текст, создать скролл, а также перевести наши компоненты в код. Если мы нажмем сюда, то увидим это. Отлично. С левой стороны идет панель слоев и компонентов. Если мы сейчас создадим один фрейм и поместим его на наш телефон, то увидим его слева. Но по сравнению с другими редакторами эта панель имеет некоторые отличия. Здесь нет как таковых групп, как мы привыкли видеть в других графических редакторах. И вместо этого здесь слои вложены друг в друга, например, как div-элементы при создании сайта, если вы понимаете, о чем я говорю. Также на панели слева вы можете видеть секцию для компонентов. С ними мы познакомимся, когда будем работать уже с компонентами. Давайте удалим фрейм и продолжим. Основная часть приложения – это рабочая область. Ее можно и нужно использовать для создания артбордов разных телефонов, планшетов, часов и даже телевизоров. Я, например, создал артборд iPhone 11 Pro. Как вы заметили, здесь можно, например, создать артборд, и здесь это называется еще фреймы для Google Pixel 4, либо, например, для MacBook Pro. И последнее, с чем нужно познакомиться в данной программе, это панель свойств. Если мы нажмем на наш фрейм, я его привык называть артбордом, то увидим с правой стороны, что у нас активируется панель свойств. Здесь мы видим, что можем изменить девайс, как я говорил, можно создать не только iPhone и устройства под управлением Android, iPad, даже устройства под управлением Windows, например, Surface Pro 3. Также, например, как я говорил, здесь есть часы, Apple TV, iMac и различные другие девайсы. На панели свойств также мы можем сменить ориентацию, Landscape на портретную, изменить позицию, ширину, высоту, сделать ее фиксированной, например, либо нет, и управлять любыми другими свойствами. Свойства данной панели очень схожи со свойствами, которые мы встречаем, например, в Principle, Sketch или Figma. Сейчас мы рассмотрели интерфейс в режиме дизайна. Если же мы рассмотрим интерфейс в режиме создания кода, то немного отличается от режима дизайна. Давайте активируем его, нажимаем на код и создаем новый файл. Давайте назовем его, например, First. После чего нажимаем «Создать». В данном режиме меняется в основном рабочая область, то есть она у нас была раньше в режиме дизайна, у нас еще была справа панель свойств. Также мы видим, что пропала панель инструментов, которая находилась у нас сверху. С помощью Framer очень просто писать код, он имеет привлекательную и полезную подсветку синтаксиса, которую мы можем встречать, например, в других крутых редакторах кода. Как я говорил, в редакторе кода отсутствует панель свойств и немножко изменена панель слоев слева. Также Framer имеет предварительный просмотр, то есть вы можете в реальном времени видеть, что вы делаете на эмуляторе. Давайте его запустим. Для этого нажимаем на кнопочку Preview, которая находится у нас на верхней панели. Как мы видим, у нас открылся компонент, который мы создали с помощью кода. Если же мы перейдем на вкладку дизайна и еще раз запустим наше превью, то мы увидим в превью наш фрейм, который мы создали. Если же я помещу, например, фрейм на наш фрейм, или давайте называть его артбордом, чтобы не было путаницы, то мы также здесь его увидим. Одна из основных мощных функций Framer, за который хвалит данный инструмент, это адаптивность. В зависимости от того, где и как размещены слои на артборде или фрейме, Framer всегда пытается определить желание пользователя, как реагировать дизайну на изменение размера экрана. Интерфейс и сам инструмент очень простой, и с каждым крупным обновлением он становится все проще в использовании. Я надеюсь, что урок вам понравился. Сегодня мы лишь вводно познакомились с интерфейсом данной программы, прошлись по основным ее моментам. Мы сделали это для того, чтобы в дальнейшем уже не возвращаться к различным элементам интерфейса данной программы, а уже заниматься созданием интересных вещей. В следующих видео мы будем детально останавливаться на определенных элементах интерфейса данной программы
и создавать интересные вещи. Например, на примере скролла мы создадим датабейкер, на примере пейджа мы рассмотрим различные переходы между экранами, которые вы можете также осуществить потом при разработке своих приложений. Если у вас остались какие-то вопросы именно по интерфейсу данной программы, то задавайте их в комментариях. Всем спасибо, увидимся в новых уроках.